В микрорайоне Финский управляющая компания «Юит Сервис» провела собрание собственников дома номер 9, корпус 1. Цель встречи – фактически навязать свои услуги горожанам. Эта организация является дочерним обществом застройщика ЗАО «Юит Московья», возводившего микрорайон. Сам дом был сдан в эксплуатацию в конце 2011 года, и это указ закрепил за домом застройщик, сделав это без проведения общего собрания, когда дом еще не заселили. Случилось это еще до того, когда у собственников, согласно изменениям, внесенным в жилищный кодекс, появилось право на выбор – оставить за собой прежнюю управляющую компанию или же выбрать новую. Между тем, в прошлом году компания «Юит Сервис» провела общее собрание, опираясь на его формальных инициаторов, отдельных собственников, по итогам которого официально закрепила за собой статус управляющей компании этого многоквартирного дома. На сегодняшний день жители признали судом то, что данная управляющая компания является несостоятельной, и собрание было проведено с определенными нарушениями. На данном жилом доме была выбрана управляющая компания «Дом Жилсервис», которая на сегодняшний день не обязана. Но опять-таки всячески управляющая компания, которая управляет сейчас этим домом, да, пытается оттолкнуть их и всячески пытается не ссылаться на решение жителей. К добросовестному выполнению ряда своих обязанностей по нормальному содержанию дома «Юит Сервис» не приступил. Возмущенные жители привлекли к решению проблемы Государственную жилищную инспекцию. Ланина Татьяна Викторовна, она проводила осмотр, она оштрафовала компанию на 50 тысяч рублей. Я звонила узнать, есть ли результат какой-то. Они скажут, что они проверяющий визит там появится с числа 5-го. Но я их предупредила, что у нас уже новая компания, у нас уже все убрали. Совет дома обжаловал в городском суде итог прошлого собрания, и иск был удовлетворен. На собрании 7 июля компания «Юит Сервис», пренебрегая решением суда, вновь пыталась собрать подписи, исходя из своих интересов. Напомним, что при этом они не выполняли свои обязанности перед жителями дома, находясь в роли легитимной управляющей компании ранее. А вы ничего не сделали. «Юит Сервис» ничего не сделал. Ямы, которые возле подъезда, они никуда не делись. Они как были у нас, ну вот только неделю назад, а 2 месяца мы переступали, у меня ребенок выходил. Я думал, что он упадет просто туда, переломает себе все ноги. Вы до сих пор ничего не сделали. «Юит Сервис», вы за что пропагандируете? Пройдите и сделайте. Посмотрите, вы возле своего дома, который первый был построен, вы хотя бы вокруг поубирайтесь. На встрече присутствовали представители и новой управляющей компании, которые дали оценку состоянию общего домового имущества. Еще когда мы не заходили на дом, вы обратили внимание, у вас провалы, у вас реально плитка рушится. Люди, я так понимаю, представляют застройщика. Задайте себе банальный вопрос. Они заинтересованы во время гарантии все это устранять? Нет, нет. На собрание были приглашены общественные организации, представители Щелковской прокуратуры, жилищной инспекции, председатель регионального центра общественного контроля Московской области Наталья Гал. События развивались таким образом, что некоторые жильцы дома номер 9, корпус 1 в Финском не имели представления о новой компании, хотя Совет дома проводил информационную работу. Когда было голосование, мы к вам приходили. Сначала мы разговаривали с вами, потом с Ириной Викторовной, вашей мамой, потом с вашим, я так понимаю, отцом. Мы приходили 4 раза. В последний раз, если вы помните, вы собирались на прогулку. И мы вам разъясняли, вы говорили, что это за компания, почему вы выбрали. Мы сказали сайт, показали, а дали вам 4-й раз эти бюллетени для голосования, чтобы вы ознакомились с информацией. Правильно. Недовольство жильцов было вызвано повышением в одностороннем порядке тарифов на горячую воду. Да и в целом людей возмутило отсутствие надлежащего качества услуг по обслуживанию дома. До них не достучишься. Давайте поменяем батареи. Приходишь в сезон, сентябрь. Нет, это незаконно. Давайте дождемся зимы, мы вам перенастроим. Сначала это мне Николай какой-то говорил, потом Казбек. Вот пришел 3-й. Пришел сезон, сейчас 3-й раз, 3-й сезон прихожу, говорю, дайте я хотя бы батареи поменяю, если вы не можете наладить. Они мне говорят, это незаконно. А 15 градусов в квартире, температура с маленьким ребенком, это нормально. В геометрической прогрессии в течение 3 месяцев выросла тарификация горячей воды до 300 рублей за 1 кубический метр. У начальника службы эксплуатации УК «Юит Сервис» на это есть свое обоснование. Дома оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами, рассчитываются по показаниям приборов учета, по формуле номер 20. Если есть у кого желание, могут посмотреть. Это не секретная информация, постановление правительства. Вот. Соответственно, повышение, скажем так, не тарифа, а стоимости горячей воды было вызвано даже не повышение, правильно сказать, изменение стоимости. Не то, что она повысилась.
По окончанию встречи собравшимися были разорваны документы регистрации собственников, на что начальник юридического отдела компании «Юит Сервис» дал понять, что ему не составит труда еще раз оформить подобный протокол, оспоренный в этом году в суде. В данном вопросе, наверное, часть управляющей компании уйдет с рынка, который вот так вот будет работать. Надеемся, что их не будет. Собственники пришли к общему мнению организовать встречу с управляющей компанией «Домжилсервис» и не делать поспешных выводов. Первостепенная задача горожан – пресечь возможность компании «Юит Сервис» оформить эту встречу в своих коммерческих интересах, как собрание собственников. Ирина Собакина, Денис Харламов, Щелковский городской медиацентр.